Привет, мои дорогие любимые зрители! Мы снова с вами в Индонезии, где я пытаюсь найти и устроиться в мастерскую для того, чтобы показать вам особенности и специфику, и вообще с чем работают местные мастера. И, конечно же, поучаствовать в этом процессе самому. Ох уж непростая эта задачка, хочу вам сказать, о чем свидетельствует предыдущее видео. Кто не смотрел, заходите, посмотрите. Но результат есть. И сегодня мой первый рабочий день в мастерской, которая занимается реставрацией Land Cruiser FJ40. Не будем терять времени. Я вам желаю приятного просмотра. Понеслась! Вот я и с вами в полном росте, а то все самострелом, да самострелом. Простите, пожалуйста, потому что при перемещениях по острову все, чтобы снять, очень неудобно передвигаться с камерой, поэтому использую маленькую Соньку 3000. Собственно, мы на месте, приехали, и что вы думаете? Я опаздываю, буду в 11. Ну что ж, ждем Доди часочек. А чтобы не стоять без дела, пойду вам еще на эту мою основную камеру, на классную, сделаю новые крутые подсъемы. Sorry. Okay, let's go. Waiting. Wait. Yeah. Wait. Just 10 minutes. 10 minutes, okay. Yeah. It's okay. Yeah. Okay. Все, Доди доделал все свои дела, и мы отправляемся в другую мастерскую, где я уже наконец-то хоть что-то поделаю. У меня почему-то такие мысли, что он все равно до конца не понял, что я хочу. Он привез, типа, где кузова делают, но что мне здесь делать, я пока не понимаю. Вся движуха у него там с мастерами, они там варят, что-то делают, сварочные аппараты стоят. Здесь, кроме ацетиленовой горелки и резака газового, вообще ничего нет больше. Спокойствие вам. Ладно, в любом случае, это же тоже все интересно, правильно? Смотрите, здесь, собственно, здесь они, я так понял, восстанавливают раму, доводят до совершенства. О! This new parts? Yeah, I know. Yeah. This with element. Yeah. Okay. Where is this element? This element. Yeah. There is inside. Я пытаюсь узнать, где они устанавливают эти элементы. И могу ли я типа приварить этот элемент. Сейчас будем через переводчик опять. Where is welding? In here, I see you can only
Как она, интересно, будет? Only gas. In the workshop. Yeah. Yeah. Workshop, Yeah. workshop I see. Yeah. Welder. Make. And in here I just the Ah, small. MMA. Yeah. MMA. MMA. Yeah. It is. Yeah. Okay, I know. You weld this Yeah. element only MMA? Yeah. Only MMA. Yeah. Why? Because in here the what? Yeah. Energy. Energy. Yeah. Energy. Energy. Yeah. Окей. С электродами, конечно, напряженка. Я же все-таки как бы варю аргоном и полуавтоматом. Yeah. This yeah. Готов! Готов к труду и обороне. Вообще не переодеться. Говорит, да нормальный индонезийский стиль. Вообще мы тут все так работаем. Let's go! Let's go. Joint Fuji. Japan. Yeah, Japan. Japan. This side not clear. No, not clear. Not? Just here. Okay. Yeah. In Russia I использую как подсказывать? Use. I use zinc грунт. Zinc primer. Zinc primer. Yeah. Okay. Let's go. Yeah. This? Yeah. Окей. Сознанием дела все сделал. Ух. Я, если честно, как его, электродной сваркой не варил очень давно. Ну ладно. Глаза, я так понимаю, ребята, тоже вообще не защищены. Clear all zone. No. Just This. this. Okay. Yeah. Maybe you. Yeah. Maybe you have pen. Yeah. You have pen. Yeah. Сейчас приварим. Чё делов-то? Окей. And this This just Here. here. Yeah. here. This. Yeah. All. No. All. Just here. Как пунктир будет. Окей. В общем, пока я тут пытаюсь обуздать электроды и отреставрировать элемент этого чуда японской инженерии, предлагаю вам окунуться в историю. Модель Toyota FJ40 никого не оставляет равнодушным. Поэтому давайте немного побольше узнаем о ней в исторических фактах. С появлением серии FJ20 о репутации автомобиля Land Cruiser не приходилось беспокоиться, особенно на зарубежных рынках. С момента его создания все силы были сосредоточены на улучшении характеристик машин и увеличении мощности моторов. В результате 1 апреля 1960 года началось производство 40-й серии, продержавшееся на конвейере 24 года. Несмотря на закупку новых прессов и появившиеся возможности создать новый облик, в отличие от 20-й серии, 40-я серия внешне изменилась мало. Дизайн был воспринят настолько хорошо, что впоследствии
годы проводились только незначительные изменения, и первое структурное изменение в 40-й серии было сделано лишь в 1979 году. В 40-ю серию, как и в 20-ю, входили машины с различной колесной базой и вариантами исполнения. FJ40 с короткой колесной базой, мягкая крыша или жесткая крыша. Модель FJ43 со средней и модель FJ45 с длинной колесной базой. FJ45V был фургонного типа. Также предполагался пикап FJ45, который шел на экспорт. Львиная доля выпущенных 40-х серий имела короткую базу и трехдверный кузов. Подвеску комплектовали телескопическими амортизаторами и в зависимости от грузоподъемности версии оснащали рессорами с различным числом листов. Благодаря такому подходу наиболее комфортабельные пассажирские варианты отличались вполне улучшенной плавностью хода. Гидроусилитель руля считался роскошью и был доступен только в качестве опции, вплоть до конца 70-х годов. Зато в рулевом управлении применялся демпфер, не дающий рулю вырваться из рук на кочках и травмировать пальцы водителя. Полноприводная версия была построена по классическим канонам, жестко подключаемым передком. Помимо этого, в трансмиссию, наконец, был добавлен понижающий ряд, что улучшило работу машины под большими нагрузками и в условиях сурового бездорожья. Еще одним серьезным козырем в борьбе с бездорожьем была механическая лебедка, приводимая в действие посредством отбора мощности, присоединяемая к раздаточной коробке. Нередко коробка отбора мощности имела выход как вперед, так и назад, что позволяло при необходимости установить заднюю лебедку или какое-нибудь спецоборудование, например, бетономешалку. Для удобства управления всем этим внедорожным арсеналом рычаг переключения управления раздаточной коробки был передвинут ближе к панели приборов. Кстати, железная передняя панель, на которой располагаются блок приборов и крышка вещевого ящика, выполнена как бы зеркальной относительно продольной оси автомобиля. Это сделали для уменьшения количества различных деталей между леворульными и праворульными версиями. В итоге, при самостоятельном перенесении руля справа налево на машине 40-й серии, как правило, не требуется никаких дополнительных деталей. Более того, симметричный моторный щит имеет с незадействованной изначально стороны заглушенное отверстие под рулевой вал, проводку, различные тросики и тяги. Ну а что же с сердцем автомобиля? Для 40-й серии предлагались бензиновый 6-цилиндровый двигатель семейства F мощностью от 125 до 140 лошадиных сил. С конца 60-х годов появился также 6-цилиндровый дизель с индексом H, но он был очень тяжелый, применялся редко и, как правило, ставился лишь на самые длинные версии. В 1974 году начали устанавливать 4-цилиндровый дизель семейства B с рабочим объемом 3,5 литра. Его поздние версии назывались 2B и 3B. Затем последовали вихрекамерные моторы с 4 и 6 цилиндрами рабочим объемом от 2182 кубических сантиметров до 3878 кубических сантиметров соответственно. Двигатель F типа объемом 3,9 литра имеет легендарную надежность и мог без особых проблем пробежать до 1 000 000 километров. Позднее Toyota и его модернизировала, и появилась версия объемом 4,2 литра с индексом 2F. Именно тип двигателя определил появление буквы F в названии модели, а J означало Jeep, что на тот момент являлось не только товарным знаком, но и типом автомобиля. FJ40 получился поистине разноплановый и сыскал огромный успех как у гражданского населения, так и у множества различных служб, начиная от пожарных и заканчивая службами коммунальной техники и эвакуаторами. На его базе создавался даже кемпер для отдыха и самосвалы. Выпускались автомобили для нужд телевизионщиков или, например, создавались специальные платформы для обслуживания фасадов зданий или самолетов. В странах Юго-Восточной Азии 40-е серии пользовались очень большой популярностью. Многие фирмы, например, в Индонезии, удлиняют сороковки, что во многом получается еще интересней, чем у производителя. Именно в те времена Toyota зарекомендовала себя как производителя неубиваемых автомобилей. В Японии FJ40 выпускалась с 1960 по 1984 год, но модель оказалась настолько популярна, что ее производство продолжалось в Бразилии под именем Bandeirantes вплоть до 2001 года. Good? Very good. Really? Yeah. Это ты, братан, еще не видел, как я мигом варю.
Yeah, good. Good? Really? Yeah. One question. How much this work? Yeah. And With, just, yeah. without parts. Oh yeah. Without parts, only wheel. wheel. On the wheel, maybe just 150. 150. Yeah. Ну, это нормально, 150 тысяч за, типа, Да. 10 минут работы. 150 тысяч, это на 6, это 900 рублей. Да. За 900 рублей. Он говорит, такой убил. шпрей. Ну, в принципе, в России такие же цены. Окей, understand. Yes, Okay. yeah. In Russia, to same. same price, in Russia. Same price. Yeah, same price. Yes. Yeah. 1,000 rubles. Yeah, Rubles. Okay. Okay, I will. Okay. Yeah, I will in. Really good. I weld MIG Yeah. so good. Yeah. Understand. Yeah, because in all the MMA I weld all time ago. In here I will. Yeah. Окей. Yeah. I weld this. В общем, он варит вот так вот кружочками, вот, а я варю вот так вот. Вот. Все, на сегодня моя работа закончена. Завтра ждет меня еще более интересная работа, которая максимально прям вот приближенная к тому, что я делаю в России. Я буду создавать из профиля, и, ну, как из швеллера или из балки новый бампер. Но не завтра, это, возможно, у него просто сейчас перестановки идут на мастерской, ну, типа послезавтра. В общем, вы это увидите буквально прям вот уже сейчас. А на сегодня мы прощаемся. Thank you very much. Good job, bro. Yeah. Good job. Thank you. Good job. По дороге попадается много мастерских такого формата, которые находятся просто под открытым небом. Please open. Yeah, I make video.
Ребята, у меня для вас новость, собственно, как и для меня, для самого. Мне написал Доти и сказал, что, помните, у него земля, под которой ребята делали там под навесом тачки, которые у него прилегают к основной мастерской. Собственно, ему позвонил арендатор, она у него в аренде, и попросил освободить эту землю. Чем он и будет заниматься предстоящую неделю, ему абсолютно не до меня. Именно поэтому у меня, получается, появились выходные, и я, откровенно говоря, очень сильно подустал и измотался в поисках мастерской, работы. И выходной, конечно, мне бы не помешал. А что делают настоящие мужики, когда у них появляется выходной? Правильно, они идут на рыбалку. И именно поэтому, мальчики и девочки, вы на этом можете закончить просмотр видео, а мы с нормальными настоящими мужиками сейчас отправляемся на рыбалку. Вы представляете, вечером они уходят на всю ночь, возвращаются рано утром, либо на весь день возвращаются поздно вечером. И со всего этого улова они набирают вот 2 такие коробки. Каждая коробка вес имеет 70 килограмм. И на рынок они это сдают за 500 тысяч рупий. На наши деньги это получается 3000 рублей. Столько времени тратить, столько людей задействовано. Ух, это очень тяжелая работа. Но вы знаете, на все на это посмотрев, во мне начинает кипеть моя волжская сущность. И мне капец как хочется тоже сгонять на рыбалку. Я не знаю, надо будет что-то подумать, придумать. Здесь, кстати, недалеко есть прям вот, где рыбаки базируются. Я сейчас туда пойду, и, может быть, у меня получится договориться. Рыбачить в Индонезии можно круглый год, но наилучшим временем для рыбалки считается время до сезона дождей или после него. Длится сезон дождей с ноября по март. Для морской рыбалки надо брать в аренду лодку. Найти лодку можно практически в любом месте побережья, как это сделал и я. Здесь достаточно много лодок из стеклопластика с подвесными моторами, называемыми баркасами. Местные рыбаки покажут хорошие места для рыбной ловли и подскажут, кого и на что лучше ловить. Наше судно под названием «Индонезийский охотник на самую крупную рыбу» отправляется в дальнее плавание. Идти 1,5 часа, достаточно далеко от берега. В преддверии классной рыбалки и в конце концов надо прям реально чуть-чуть отдохнуть. Ну а вам предлагаю отдохнуть глазами. Как вы могли бы догадаться, кайфы закончились. О, хорош! Мы вышли за остров, уже выходим в открытый океан практически. И волна, конечно, совершенно тут другая начинается. Индонезия является крупнейшим в мире государством, которое расположено на архипелаге, насчитывающем около 17 508 островов, из которых 6 тысяч населенных, и является одним из основных производителей рыбы в Юго-Восточной Азии, общее количество которой измеряется миллионами тонн, в котором задействованы миллионы местных жителей страны. Промысловый лов рыбы осуществляется большими судами, в которых используются неводы и жаберные сети. Мелкомасштабное рыболовство состоит из 2 основных сегментов – кустарного и коммерческого. Собственно, им мы сегодня и займемся. Как вы уже догадались, в Индонезии более популярна морская рыбалка, чем пресноводная, так как индонезийские реки очень грязные. В Индийском океане водится огромное количество разнообразной рыбы. В качестве наживки обычно применяют небольшую сельдь. Кстати, интересный факт.
Исследователи из школы археологии и антропологии Австралийского национального университета проводили исследования на острове Алор, где в 2014 году было найдено захоронение женщины, сделанное примерно 12 тысяч лет назад. Среди погребального инвентаря там нашлось множество рыболовных крючков, вырезанных из раковин. Это самые древние рыболовные крючки, когда-либо попадавшиеся археологам. В тропиках уловы, как правило, являются многовидовыми по своей природе и состоят из различных окуней, скумбрий, анчоусов, тунцов, креветок, кальмаров и прочих морских обитателей. Рыба есть, впечатление получено, отдых получен, сон не получен, но, как говорил, как писал Омар Хайям, в могиле отоспимся. Мчим на берег под прекрасный рассвет. Наслаждайтесь. Для рыбалки в Индонезии нет ограничений, как в других странах. Рыбу можно ловить как для удовольствия по принципу «поймал-отпустил», так и для еды, то есть забирая улов с собой. Ваш улов могут приготовить за небольшую плату в любом кафе или ресторане на берегу. Если вы рыбачите на яхте, то капитан предоставит вам возможность попробовать пойманную вами рыбу на обед. Итак, прибыв на берег и сгрузив всю рыбу, я подумал, а почему бы нам с вами прямо сейчас не отправиться на рыбный рынок? Сейчас как раз рыбаки все привозят рыбу, раскладывают, и посмотрим вообще, что у них есть и сколько это стоит. Все, видите, сколько энергии, это потому что отдохнул. Но с Додзи так не получилось договориться, и есть у меня пару моментов, наметочек, которые, я очень надеюсь, к следующему видео реализую и договорюсь с людьми, чтобы поработать в новом месте. Спасибо, что посмотрели. Не забудьте подписаться, потому что дальше будет еще интереснее. Пока-пока.